Всем огромный привет! Этот влог начинается с того, что я с приветствия Ноксика на фоне. И с того, что эту неделю я буду жить одна, потому что Лёша уехал. И на самом деле мы так долго не расставались. Так надолго мы расставались последний раз год назад, поэтому у меня была небольшая грусть с утра. Но сейчас я собралась заниматься делами, у меня много каких-то мелких дел, плюс надо убраться, потому что у меня вот здесь Лёша на фоне собирался, какие-то вещи раскладывал, коробки лежат. В общем, все это нужно прибрать. Также я планирую сегодня оформлять заявку на загранпаспорт, плюс сегодня я хочу впервые в этом году, этим летом, пойти на пробежки на улицу. Я это долго откладывала, но сегодня у меня появилась мотивация, прекрасная погода за окном, поэтому очень хочу пойти бегать, заодно получить витаминчика D. Вот, кстати, Ноксик, который очень хотела передавать вам привет. Ноксик передает вам привет! Да. Первым делом я, конечно же, собираю сушилку с чистым бельем. Все аккуратно складываю и затем убираю саму сушилку, чтобы она не мешалась. Также я протираю всю пыль, зеркала. Летом я часто открываю окна и хочется дышать свежим, чистым воздухом без пыли и так далее. Особенно тщательно я протираю подоконники, так как там часто бывают мошки, ноксики на шерсть везде. За окном у нас солнышко, поэтому пыль хорошо видно, и я ее всю протираю. Не забываю полить каждый цветочек в нашем доме. Ну и самое главное, это расставить все вещи по своим местам. Убрать и сложить штатив, какие-то зарядники и другие разные мелочи. Также у меня есть свет для съемки видео, и независимо от его размера, у него есть огромные длинные провода, которые могут заполнять всю комнату, если их аккуратно не сложить. Затем я привожу в порядок диван, складываю плед и стряхиваю все крошки на пол, чтобы потом робот-пылесос их собрал вместе с шерстью и другой пылью на полу. Периодически эта корзинка у нас кочует, то она здесь, то она где-то вот здесь стоит или в другой комнате. Просто у нас достаточно маленькая квартира, и иногда хочется сменить обстановку за счет вот таких вот, например, деталей и мелких перестановок. Также я ухаживаю за принадлежностями Ноксика. Я помыла ее тарелки и сейчас убираю лишнюю шерсть от домика, которая, кстати, к нему очень хорошо пристает. Ноксик там обычно и спит, и играет, в общем, все на свете, и поэтому здесь обычно больше всего шерсти. Я сегодня настоящий герой. Я залезла под кровать. У нас потому что не особо много мест для хранения, и всякие коробки с какими-то вещами. Все хранится вон там. И вон там вот лапки тоже ходят. Плюс около двери коробки с вещами, от которых я наконец-то решилась избавиться, и я так рада, у меня такое облегчение на душе. Я переоделась, решила бегать в той форме, в которой я занимаюсь йогой, немножечко умылась от жары. И так как у меня уже есть опыт, когда я начинала бегать, прекращала бегать, то хочу вам сказать, что самое сложное в пробежках — это начать. Самый первый раз, во второй и в третий раз будет сложно, 100%, поэтому не требуйте от себя много. Я уверена, что сегодня самая первая пробежка у меня будет не больше 10, 15 или 20 минут. И 100% я буду бежать, потом переходить на шаг, потом опять бежать, потом переходить на шаг. Это нормально, знайте, что у всех так, всем сложно начинать, но когда ты уже бегаешь несколько раз, то ты уже начинаешь сходить в свой ритм и продолжать бегать уже с более легким настроем и на более длительные дистанции. Сейчас я налью себе водички, потому что сегодня так жарко, что 100% без воды мне будет бегать тяжело. Еще включу посудомоечную машинку и стиральную машинку. Мне надо постирать кухонные полотенца. И один забавный факт, которым я хочу с вами поделиться. Он немного грустный, но было время, по-моему, пару месяцев назад, если не больше, Лёша по акции купил капсулы для посудомоечной машины. 2 упаковки. И в каждой из них 75 штук. Он их покупает и в шутку говорит: вот когда их доиспользуем, тогда и переедем. И вот знаете, мне кажется, его предсказание будет сбываться, потому что мы так долго ищем квартиру, вот очень долго. Первую пачку уже использовали, и вот я сейчас старательно использую вторую пачку. Если, знаете, она закончится и мы переедем, то 100% Лёшины слова на это повлияли.
Кстати, этим кроссовкам уже более 5 лет. Вы не представляете, насколько удобно бегать в штанах, у которых есть вот такие карманы по бокам. Сюда убираешь ключи, сюда телефон, и ты самый счастливый человек. Я почему-то немного переживаю. Есть такой трепет небольшой. Ну ладно, идти туда, куда страшно. Should've let you just walk on by, never even said hi. No, no, then we would never know just how hard it feels to open up hearts, to have to let it go. But we can't turn back now, 'cause we've come too far to not leave the broken hearts. Yes, something inside my soul just couldn't stand to let you walk away so easily, you know. Сейчас после пробежки сижу на закате, любуюсь солнышком, природой. И сейчас мне нужно решить, что делать с ужином. Либо идти в магазин, готовить самой потом, либо у меня есть соблазн заказать роллы. Буду сидеть, вкусно кушать, смотреть дораму и просто быть непродуктивной. Но не всегда же гнаться за целями, не всегда там учить языки, заниматься работой. Требовать и требовать от себя. Иногда вот такой пассивный отдых, почему бы и нет? Иногда даже активный отдых — это опять-таки от себя какое-то требование. Например, ой, вот надо съездить на природу, ой, вот надо съездить за границу. И потом даже на отдыхе тоже некоторое такое ощущение, что ой, нужно посмотреть все достопримечательности, ой, нужно то, ой, нужно все. Поэтому я за все виды отдыха, иногда это активный, когда ты что-то думаешь, размышляешь, а вот как все сделать классно. А иногда вот такие пассивные, когда ты ни о чем не думаешь и делаешь вот такие простые житейские радости, как вкусная пища и классный фильм, сериал. Я уже заказала роллы, обычно они к нам приезжают за час, а пока что я решила все-таки сходить в магазин, потому что, судя по моему холодильнику, мне нужно что-то придумать на завтрак. А еще, помимо магазина, я хочу посидеть у нас на лавочке. У нас здесь поставили такие, можно сказать, романтичные лавочки с красивым видом. Дерево рядом, мое любимое живописное, про которое я вам уже несколько раз говорила. Восстанавливаю водный баланс и стараюсь не забывать это делать и пить воду, пить и пить. Когда авокадо немного твердые, я их всегда ставлю на подоконник дозревать. С утра у нас 6 часов утра, вот здесь солнышко. Та-дам! Вечер мечты! Я счастлива. Авокадо поживает у нас вот так вот. И посмотрите, сколько мошек. Несмотря на то, что у меня сетка стоит, но из-за того, что рядом река плюс жара, вся мошкара пролетает. Поэтому сейчас я ее вот так стряхну на пол, потому что вручную все это убирать невозможно. И уже включу робота, потому что на полу их тоже очень много. Так что я живу не одна, живу с котенком и с целой семьей мошек.
Ну а сейчас я буду делать завтрак. Обычно я предпочитаю есть что-то легкое, в то же время вкусное, ну и желательно полезное. Сегодня я сделаю тосты с творожным сыром, помидоркой. По-моему, у меня есть еще авокадо. Кстати, да, точно, оно у меня на подоконнике созревает. И сверху на один тост я люблю класть яйцо. И обычно варить яйцо пашот мне неохота, поэтому я просто беру сковородку и на небольшом огне делаю, можно сказать, яичницу, глазунью. Оставляю там сырой желток, и, соответственно, получается практически яйцо пашот. Коротко о количестве мышат у Ноксика. И недавно мы с Лешей узнали, что у кошек самые любимые цвета — это вот такие темно-желтые и светло-коричневые. Поэтому у Ноксеныша любимый мышонок — это именно желтый. Мы раньше думали, почему, а теперь знаем, что это любимый цвет у кошек. Моментальная игра, моментальная игра. Я сейчас буду сушить волосы и хочу вам показать все расчески, которые у меня есть, и могу я их советовать или нет. Первая — это вот такая массажка, она от бренда Tangle Teaser. То есть я давно хотела попробовать такие, потому что говорят, что ими лучше всего расчесывать мокрые волосы. Я ее купила и могу сказать, что для моих толстых, натуральных, достаточно густых волос она не очень хорошо подходит. То есть она уже тут вся немного погнулась и так далее. Но мне кажется, она хорошо подойдет для тонких, осветленных волос, которые прям такие нежные, возможно, даже пушистые. Она подойдет отлично. До этого у меня была массажка от бренда Dival. Она у меня сейчас у родителей, и она вот супер классная. Она даже гораздо лучше вот этой, конкретно на густые волосы. На тот момент у меня еще были волосы по попу, то есть очень длинные. Я оставлю на нее ссылку внизу, потому что сейчас у меня нет возможности ее показать вживую. Поэтому, если у вас густые, натуральные, жесткие волосы, то лучше массажку Dival. А если более тонкие, хрупкие, ломкие, осветленные, то можно вот эту. Вторая моя расческа, которую я купила совершенно недавно, чтобы носить ее с собой в сумочке. Обычно я с собой ношу вот такие тонкие, потому что они маленькие, вмещаются, но не всегда ими получается расчесать волосы, поэтому я хотела массажку. Соответственно, я взяла Tangle Teaser, она блистает, и Ноксик тут бегает. И вот эта массажка мне уже понравилась гораздо больше, и она подошла лично мне, нежели вот эта расческа. Потому что у нее зубчики уже более жесткие, и моя самая любимая расческа, вот прямо топ-1, ей уже где-то 3 года, это круглый брашинг. Если вы еще не знакомы с брашингами, то, возможно, сейчас самое время познакомиться с ними, потому что когда две моих подруги мне открыли на них глаза, обе они, кстати говоря, с парикмахерским образованием, также оставлю на нее ссылку, у меня диаметр 45 мм, и при помощи этой расчески можно как выпрямлять волосы, то есть при помощи фена, теплого или горячего воздуха, плюс этой расчески, вот так вы вытягиваете волосы, причем это происходит достаточно деликатно, не так, как с утюжком, потому что утюжок там гораздо больше температура, гораздо сильнее они портят волосы, а вот при помощи этого можно выпрямить волосы и при этом им не навредить. Так вот, как я их выпрямляю при помощи брашинга? Либо головой вниз, либо вот так прямо ставлю брашинг и вот так вот направляю воздух. То есть воздух идет вдоль волос и вот так вот прочесываю их. Фен можно ставить чуть дальше, тогда будет более бережная укладка, но для того, чтобы эффект был больше, можно ставить поближе. Вот такие волосы у меня получились. Я их сушила просто вниз головой и прочесывала брашингом. Я сейчас сделала легкий летний макияж, то есть он практически незаметный и максимально легкий даже в самую жару. И использовала вот эти продукты. Я сейчас собираюсь с подружкой идти гулять. Пока что не уверена, как оденусь, потому что, мне кажется, там похолодало ближе к вечеру. Но сейчас я хочу поделиться с вами новостью, которая, думаю, будет полезна для многих. Прямо сейчас и до 31 июля на маркетплейсе Озон проходит большая распродажа одежды. Благодаря этому можно приобрести одежду со скидками до 70%, а также товары и технику для красоты. И, например, вот этот летний базовый образ я полностью приобрела на Озон. Платье у меня льняное, такое легкое, максимально летнее. И особенно порадовали очки Polaroid с защитой от солнца. И помимо хороших цен, у них удобная доставка до пункта выдачи, либо курьером до двери.
Также при заказе в пункты выдачи есть возможность оплатить одежду или обувь после примерки. А если что-то вдруг не подошло, то можно легко вернуть. Поэтому ловите хорошие летние скидки, которые бывают раз в году, и заглядывайте на распродажу Озон. Ссылка в описании. По традиции уже. Мне кажется, я во всех видео кружусь, но я в реальности так душусь. Я тебя сниму. Лиза идет на красивом фоне, в красивом платье, за окном, за кадром у нас лето, ловим моменты и запоминаем мгновения. Так что ловите моменты лета, радуйтесь жизни. Нюхаем цветочки, да. Всем добрый вечер, от меня и Нопсика. Пару дней ничего не снимала, потому что я работала, плюс я немного приболела и поэтому усиленно лечилась. Но сейчас я хочу, во-первых, пораскрашивать, во-вторых, далее я хочу сделать небольшой уход за лицом и уже буду ложиться спать, потому что завтра у меня важный день. Завтра приезжает Лёша, и мы вместе отправляемся в Чкаловец. Это лагерь, в котором мы с ним познакомились. Лёша там будет куратором, а я впервые в своей жизни буду проводить йогу офлайн. Я немного переживаю, потому что нужно будет делать все зеркально и, например, поднимать левую руку, говорить, что это правая, то есть озвучивать все как обычно, но делать при этом наоборот. Но я успокаиваю себя тем, что у каждого бывает первый опыт, первый блин комом. Я сделаю все возможное, но если что-то пойдет не так, то буду думать по ситуации. Сейчас на ночь я буду пробовать новые средства. Во-первых, это гель-скраб с зеленым чаем. По консистенции он как такая скатка, то есть без жестких скрабирующих частиц. Во-вторых, это гиалуроновая сыворотка для сияния кожи. В последнее время у меня кожа будто тусклая и хочется что-то такое увлажняющее. И последнее, это ночная маска для губ. Я ее уже пробовала, и она мне очень понравилась. Все прошло хорошо, мы обнимались с девочками, и так прекрасно, в общем, все было. Поэтому я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и до встречи в новом видео. Пока-пока!